Добрый день, с вами Николай Ремесленник и канал Smart Family. Сегодня я буду делать подарок другу. Произошел огромный рост в карьере служебной, дай бог ему здоровья и успехов в службе. И вот я ему однажды обещал кое-какой сюрприз, но вот пришло время сделать и подарить ему. Будет кобра, винная стоечка, что ли, или винный подарок, так можно назвать. Это будет кобра, и она обвивает бутылку спиртного напитка. Давайте я покажу, с чего я начал. Вот так на сегодняшний день это все выглядит. Начать это всегда самое сложное. Я посматриваю на фотографии из интернета, как и что. Вот сейчас уже получается какие-то чертания, хвостик, вот капюшон ее. Делаю я скелет кобры из электродов тройки, цемент вот заранее отбил, были электроды плохие, вот и начинаю ваять весь скелет. Вот, сначала голова у меня все никак не получалась, я считаю, это самое вообще сложное, что-то у меня не выходило с затылком, но потом я вроде как-то посмотрел получше рисунок и путем проб и ошибок вроде что-то получилось. Раскрытый капюшон, пасть максимально раскрытая, соответственно, конечно, там клыки будут, язык. Вот такой хвост, уже начал вот обваривать чешую. Она, конечно, будет потом вышлифовываться. Но, мне кажется, будет смотреться прилично. Сейчас вот тут дырочки я все щели завариваю, подкладываю электродик. Вот так это будет смотреться с бутылочкой. Вот. Бутылочку обернул заранее пакетиком, чтобы мне примеряться, чтобы не поцарапать. Такой вот у меня как бы небольшой проектик. Продолжаю все это обваривать потихоньку. Вот появляются какие-то чертания. Глаза, морда. Вот делаю немного здесь перепад закругленный, чтобы она казалась такой более графической, более злой. Хвост. Тут уже маленько обварил. Потом все буду прошлифовывать разной жесткости кругами лепестковыми. Ну и вот. Живот змеи сделаю из полосочек таких узеньких будет. Вот не знаю пока что сделать с внутренней частью пасти. Просто потому что там все будет видно некрасиво так. Надо будет как-то чего-то тут придумывать, закрывать. Вот. Так как это будет фасадная часть, все тут будет видно некрасиво. Все эти там внутренние железяки. Ну ничего, что-нибудь придумаем. Вот такие брови у ней будут. Но я уже смотрю, что уже агрессивность в ней проявляется. Это самое главное — поймать эмоции. Вот это я и добиваюсь. Посматриваю картинки такие графические, которые также и к татуировкам относятся, все это в интернете. И вот там все прорисовано так, как бы это есть. Куда посмотреть. Вот, может, придумаю еще пару ноздрей. Вроде я как сейчас вижу, они как бы наклевываются вот где-то в этом месте. Тоже вот все новое, конечно, сильно интересно. Что-то учишься в процессе, открываешь для себя что-то новое. Но особенно радует, когда начинает, например, что-то уже проясняться, похожесть становится какая-то, уже, конечно, это радует. Прям хочется делать и делать. Ну вот, как говорится, вперед из песни, продолжаем работу дальше. Так, продолжаем работать над коброй. Вот, делаю каркас. Вот уже что-то начинает выявляться.
закрыл рот. Теперь стало более интересно. Там все чистенько, красивенько. Остается только зубы, клыки. Так. Здесь вот полукруглый перепадик. Это вот полосочками я такой сделал, ребристый животик. Он так останется таким. Здесь вот все вот это будет обвариваться. Здесь тоже перепад. Здесь вот тоже перепад идет. Голова тоже. Все. Линии бровей выявлены, глаза. Ну и спина. Половину спины уже закрыл. Останется только все обварить. Ну вот, вроде и закончил. Обварил. Отковал зубы. Язычок. Еще добавил вот такие глазницы. Такие выпуклые. Более вид стал такой агрессивный. Вот. Такая вот получилась кобра. Вот. Здесь все обварил. Варил путем точечной сварки. Точечками. Вот, ну что хотел, то получилось. Смотрится вроде симпатично. А вот эта пень, я из него вырежу отрез, где-то сантиметров 5 толщиной. Отшлифую, обработаю маслом и сделаю крепление вот в этих местах, только с внутренней стороны, наверное, шпильки. Просверлю и с внутренней стороны в углублениях заверну гаечками, шайбами, чтобы она с него не упала. Так-то она стоит нормально, но все равно надо закрепить, потому что наверняка поставят на мебель. Вот, и чтобы не поцарапать металлической частью, пусть лучше будет на дереве. Ну вот, на этом все. Теперь осталось покрасить. Сделать еще, да, я хочу ободок вокруг спила и кое-какую надпись. Ну вот, сегодня я и закончил. Мой подарок-сувенир моему другу детства. Подставка под него. Сейчас будем собирать. Это отрез спил ивы. Значит, вот фактура мне сильно понравилась. Как раз спиливал в районе сучочка. Так вот прекрасно он смотрится. Ну и сейчас установим кобру. И поближе там я покажу, как все будет выглядеть. Так, вот приварены шпильки с нижней стороны. Вот, все готово. Такая вот она получилась. Давайте покажу здесь. Я сделал надпись. Не знаю, будет ли видно. Путем чеканки я ее делал. Настоящий полковник. Мой друг получил это звание недавно, с чем я его поздравляю. Вот такая змея в стиле граффити, наверное, можно так сказать. Здесь сделал, как обещал, 2 ноздри. Вот они. Все покрыл патинкой. Вот, покрутим ее. Такая вот получилась кобра. Хвостик. Пенек обработал маслом.
Ну и поставим сюда теперь изюминку всего этого проекта. Вот так это все смотрится. Такой получился сувенир. На этом все. Будем запечатывать в коробочку и отправлять. Всем спасибо. До новых встреч.